маленький желтый птенец. Он очень хочет летать, но он боится летать. Кричит: «Мама, мама!» Он падает из гнезда. Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И меня зовут Сергей. Сегодня я расскажу вам историю. Эта история называется «Трусливый птенец». Это трусливый птенец. Он боится. Это птенец. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, это маленький желтый птенец. Да, птенец – это маленькая птица. Да, то есть птица, вы знаете, да, у нас есть птица, да. Если это маленькая птица, мы говорим птенец. Да, и это маленький желтый птенец. И сегодня хороший день, да, хороший день, солнце светит, облака и небо, да, небо голубое, да, это вот небо. Мы видим здесь везде небо, оно голубое. Но этот птенец, да, этот маленький птенец, он грустный, да, грустный. И этот птенец, он сидит, да, он сидит в гнезде. Да, вот это гнездо. Да, мы называем гнездо. Гнездо. Да, он сидит в он сидит в гнезде. И он очень грустный. Но почему маленький птенец грустный? Он сидит на земле? Птенец сидит на земле? Нет, он не сидит на земле. Он сидит в гнезде. Птенец, он сейчас летает? Нет, он не летает. Он сидит в гнезде. И он грустный. Он грустный, потому что он боится, да? Боится. Смотрите. Он боится летать, да? Он боится летать, да? Он хочет летать, да, он очень хочет летать, но он боится летать, потому что он еще маленький, да, он маленький, и у него нет опыта, да, у него нет опыта, и он очень боится. И все птицы думают, что он трус. Трус. Так, трус это нехорошо. Да, все думают, что он трус. Но он не трус, да, но у него нет опыта. Он очень боится. Вот, и он сидит в гнезде и не знает, что делать. Его мама говорит: все хорошо, не бойся. Все маленькие птенцы боятся, но потом они прыгают вниз из гнезда, и они летят. Попробуй, да? Мама говорит: попробуй. Попробуй. Вот. Но он не хочет пробовать.
Он очень сильно боится. Да, очень сильно боится. Не хочет пробовать. Да, и он сидит один, сейчас не в гнезде, он сидит на ветке. Да, вот это ветка. У нас есть ветка. Он сидит на ветке. Ветка. Мгм. Он сидит в гнезде? Нет. Он сейчас не сидит в гнезде. А где он сидит? Он сидит на ветке. Да. Он сидит на ветке. И он счастливый? М? Нет, он не счастливый. Он грустный. Бедный, бедный птенец. Очень грустный. Он хочет летать? Да, очень хочет, но не может, потому что он боится, да? Вот. И другие птенцы, они смеются над ним, да? Смеяться, да, смеяться. Вот. Другие птенцы смеются над этим птенцом. Они, ха-ха, ты трус, ты боишься летать. Да, они еще не летают, но они не боятся. Да, и они думают, что скоро они тоже будут летать. Вот, ну и идет время. Да, это второй день. Он все еще грустный. И над ним смеются. В день третий эти птенцы, другие птенцы, уже летают, да, они в небе, да, они в небе, да, помним это, небо, голубое небо, желтый птенец. И эти птенцы, они в гнезде? Нет, они не в гнезде. А где они? Они в небе, да. Они в небе, они летают, да. Они летают. Давайте напишем летать. Летать, да. Они летают. Вот. Да, но птенец не хочет летать. А почему он не хочет летать? Потому что он боится. Он боится, что он умрет. Да? Умрет. Вот. Он не хочет умирать. Да. Он боится умереть. Вот. И на четвертый день была плохая погода. Да, сейчас не хорошая погода. Был сильный, сильный ветер. Да, это ветер. Да, давайте напишем ветер. Вот. Сильный ветер, и этому птенцу очень страшно. Очень боится. Он такой, мама, мама, мама. Но мамы нет рядом. И сильный ветер, и дерево, оно так, как сказать, дерево качается, да? То есть он сейчас на дереве, да, он в гнезде, гнездо на ветке, да, это ветка, и ветка, она качается вот так. И ему очень страшно, да, страшно тоже, боится, страшно, вот. И он кричит, мама, мама, да, но мама не слышит, мамы нет рядом. Вот. И потом, смотрите, эта ветка, да, эта ветка, она ломается, да, вот, ломается.
Вот, ветка ломается, и ему еще страшнее, он еще больше боится, боже мой, мамочки. Вот, бедный, бедный птенец. И потом эта ветка, она ломается, и он падает вниз, да, падает. Он падает вниз, не вверх, вниз, да, он падает из гнезда, и он боится, он очень боится. Но потом он закрыл глаза, но когда он открыл глаза, он не умер, да, не умер, он живой, и он летит, да, а погода стала лучше, да, ветер заканчивается, и он летит, да, и он говорит: я лечу, да, я лечу. Да, мама, смотри, я лечу. И мама его смотрит на него и думает: ну, молодец, да. Вот. И мама говорит ему: иногда мы учимся не тогда, когда готовы, а когда нельзя больше бояться. Крылья работают, если им доверять. Вот такая мораль на сегодня, да? Вот, так что это все. That's all for today, guys. Thank you so much for watching my video. If you really enjoyed, don't forget to put thumbs up and subscribe to my channel. And hit that notification bell, because it really helps. I don't know why, but it does. And if you want to improve your Russian on a higher level and have stories like this to practice it yourself, you can join my group class. This class, I will have 2 group classes starting in June. One of them will be on Tuesday and one on Saturday. For more information, send me your emails on inrussianfromafar@gmail.com. And as always, thanks to all my Patreon supporters and especially my super patrons such as Josh, Joel, Jeff, and as well Holly, Andrea, and Bruce Lee. Thank you so much, guys. See you later. Пока-пока!